Это чрезвычайно загадочное событие произошло 27 января 1995 года на американской антарктической научной станции. Погода с утра не задалась. В небе над полюсом кружил густой серый туман. Полярники приняли его за обычный смерч. Однако время шло, а так называемый смерч не менял формы и не перемещался. Ученые интуитивно почувствовали, что являются свидетелями чего-то необычного. Они решили поднять в небо метеорологический зонд, чтобы попытаться определить природу странного атмосферного явления. Но когда была нажата кнопка «Запуск», хронометр измерительного блока показал тот же день и месяц, но совершенно другой год – 1965. Это означало, что запуск проводился не сейчас, а в прошлом, то есть ровно 3 десятилетия назад. Все присутствующие переглянулись. Как такое могло случиться? Неужели в аппаратуре произошел сбой? Все было многократно проверено. В экспедиции работают только профессионалы. Ученые пришли в замешательство. Они стали повторять попытки запуска зонда, однако хронометр всякий раз показывал давно минувшую эпоху. Все тот же 1965 год. И только тогда, когда странный неподвижный смерч внезапно исчез, прибор восстановил реальное время. Полярники поняли, произошло что-то неординарное, что заставило их на какие-то мгновения оказаться в прошлом. В августе 1994 года, то есть 6 месяцами ранее странного инцидента с хронометром на американской полярной станции, в водах Северной Атлантики произошло еще более загадочное происшествие. Команда норвежского рыболовного траулера заметила в море спасательный круг с человеком. Когда подошли ближе, то обомлели. Это был годовалый ребенок, девочка, изрядно замерзшая, но абсолютно здоровая. Но более всего видавших виды рыбаков обескуражил сам спасательный круг, к которому была привязана малышка. На круге была надпись «Титаник». Уже на берегу, когда уточнялась личность спасенной, специалисты иммиграционной службы были повергнуты в шок. Девочка оказалась одной из пассажирок того самого «Титаника», затонувшего в 1912 году. В архивных документах сохранилось упоминание, что ребенку от роду было 11 месяцев, когда она с мамой попала на борт печально знаменитого океанского лайнера. С тех пор она не стала старше ни на один день. Что же на самом деле произошло? Человек, исчезнувший 82 года назад, неожиданно явился таким, словно и не было этих нескольких десятков лет. Ответить на этот вопрос официальная наука не решается. Но некоторые исследователи и эзотерики утверждают, это особое явление, и имеет оно свое четкое название – «Врата времени». И на самом деле врата времени – это условное понятие, которое может характеризовать некий портал между сегодняшним днем и прошлым или будущим. Одно из двух. Исчезали люди и появлялись в прошлом, и исчезали, и, видимо, появлялись в будущем. Понять то, что они появлялись в будущем, мы сейчас не можем, это только будущее покажет. А то, что современные люди появлялись в прошлом, а люди из прошлого живут рядом с нами, факты имеются. Первыми на явление «Врата времени» стали обращать серьезное внимание советские и американские военные летчики, которые во времена Холодной войны патрулировали приграничные территории. Вполне логично, что все факты загадочных инцидентов, происходивших во время таких полетов, строго засекречивались. Но все же некоторые данные просачивались. Рапорты о попадании летчиков во врата времени достаточно скудные. 1976 год.
Советский летчик-истребитель Виктор Орлов сообщил, что, совершая полет на МиГ-25, своими глазами видел разворачивающиеся прямо под крылом его самолета военные действия, где использовались пушки и ружья XIX века. Специалисты пришли к выводу, что пилот наблюдал битву, происшедшую в 1863 году близ города Геттисберга. 1993 год. Американский пилот Рой Уитмен, совершавший полет над штатом Флорида, внезапно увидел, что внизу находится территория, похожая на средневековую Европу. «Я увидел огромный костер, и рядом с ним груды человеческих тел», — рассказывал летчик. Возможно, он попал в то время, когда в Европе свирепствовала чума. Еще один летчик военно-воздушных сил НАТО рассказал о том, как вошел в плотный туман, а вынырнул из него в самой гуще воздушного боя, развернувшегося во время Второй мировой войны. Как союзники, так и немцы, по словам пилота, при виде его современного самолета разлетелись кто куда. Все путешествия длились не более 20 секунд, и летчики совершали их как на сверхзвуковых, так и на дозвуковых скоростях. Специалисты, изучающие аномальные явления, считают, что врата времени – это некий шлюз для перехода из мира реального в мир параллельный. Предположение о существовании параллельного мира было высказано еще в 50-х годах 20-го столетия в США. А впоследствии это доказали несколько ученых Оксфордского университета, работающих в области квантовой механики. И в частности, проводились такие эксперименты, просто человек ставил камеру, снимал улицу, скажем, московскую. И наряду с обычной картиной улицы, с людьми, человек получал еще наложение другой картинки, фигуры в балахонах, еще что-то такое, понимаете? То есть такое ощущение, что с помощью визуализации этих областей невидимых спектра мы получали еще визуализацию некого параллельного мира, параллельной реальности. Кстати, гипотезы о параллельных мирах выдвигали и наши соотечественники. В их числе академик Моисей Марков. Он считал, что есть несколько миров, отстоящих друг от друга на кванты времени, в которых последовательно происходят одинаковые процессы. А посему, если научиться переходить из мира в мир, то можно посетить и свое прошлое, и будущее. Другой российский ученый, профессор Пулковской обсерватории Николай Козырев, утверждал, что существуют вселенные, параллельные нашей, а между ними есть туннели, черные и белые дыры. По черным дырам из нашей Вселенной уходит в параллельные миры материя, а по белым от них к нам поступает энергия. Исследователи, изучающие различные феномены, связанные с перемещением человека во времени и пространстве, утверждают, что перескочить из реального мира в другой непросто. Параллельные линии, как известно, не пересекаются. Но есть определенные районы этих линий, где граница истончается, и там как раз и могут находиться так называемые места переходов. Есть места переходов, которые действуют практически постоянно во время каких-то неизвестных нам факторов, неизвестных сочетаний, неизвестных физических воздействий. Одним словом, есть наверняка патогенные аномальные зоны, где переходы в другие пространства и измерения могут происходить в любой момент, условно говоря, круглосуточно, 24 часа в сутки. Одну из таких аномальных зон, где находится так называемое постоянное место перехода из реального мира в параллельный, исследователи называют остров Барса-Кельмес на северо-западе Аральского моря. Само слово «Барса-Кельмес» в переводе с тюркского буквально означает «пойдешь, не вернешься». Это место с древних времен пользовалось у местного населения дурной славой. А все потому, что на острове постоянно исчезали люди. Причем объяснить причину их исчезновения никто не мог. Пропадали люди вплоть до конца прошлого столетия.
Там находилась загадочная советская станция, научная станция, которая изучала полеты саранчи, как ни странно. Вот. Одно время у нас в стране очень увлекались созданием не только бактериологического и климатического, и тектонического оружия, но и биологического оружия, такого как, например, руководимое человеком стаи саранчи, которые могут уничтожать, как известно, целые сотни гектаров за считанные часы. Этот остров, видимо, там находился какой-то вход в другое измерение. Среди местного населения сохранились свидетельства того, что на острове неоднократно появлялись загадочные незнакомцы из неизвестных культур и других эпох. В частности, в 1984 году наряд милиции задержал человека, который пытался покинуть Барса-Кельмес на рыбацкой лодке. Мужчина этот был одет в шелковую одежду красного цвета и разговаривал не то на японском, не то на китайском языке. В результате длительных поисков милиционеры нашли нужного переводчика. Когда начался допрос, переводчик был удивлен до предела. Задержанный говорил на редчайшем диалекте японского языка, который существовал в стране восходящего солнца 3 столетия назад. В ходе дознания незнакомец поведал о том, что он японец, что родился в 1718 году и принадлежит к императорскому роду. Он также добавил, что путешествовал на корабле по Тихому океану, но попал в шторм и вдруг оказался на берегу острова в Аральском море, то есть там, где его и задержали советские милиционеры. Ученые уверены в том, что этот случай, а также множество подобных, свидетельствуют о том, что на нашей планете существует немало мест, в которых происходят странные вещи. В Москве просто существует несколько таких так называемых геопатогенных зон. Они есть, например, в Останкине. Само-то слово какое, в общем, если подумать. Вот. В районе Хорошевки. Это одна из самых тяжелых геопатогенных зон. Вот те, кто там оказывается, а там бывает, в общем-то, сравнительно мало людей, все они в той или иной степени подвержены этому какому-то воздействию. То есть они приходят туда и чувствуют, что если они как бы вот не остановятся, а пойдут дальше, то они могут просто исчезнуть. То есть какой-то подсознательный страх держит многих на этой вот границе, не дает ступить дальше. А те, кто ступает дальше, те исчезают. В средневековой Европе те места, в которых происходили пространственно-временные аномалии, назывались ловушками дьявола. Например, на дороге, ведущей в Дрезден, когда-то стоял большой валун, посередине которого было широкое отверстие. Внешне этот камень напоминал ворота. Если верить дрезденским хроникам, которые утверждают, что любой путешественник, проходящий через это отверстие в камне, исчезал без следа, то вполне можно предположить, что это и есть врата времени. В 1546 году городской магистрат принял решение о том, чтобы выкопать рядом с этим валуном глубокую яму, после чего свалить туда колдовской камень и засыпать его землей. Но это не помогло. Говорят, люди пропадают там и сейчас. При этом исследователи уверены, что так называемых ловушек дьявола тысячи, и расставлены они по всей планете. У нас в стране, да и в мире тоже, но в стране просто чудовищная статистика исчезновения людей. У нас исчезают, по-моему, 12 тысяч человек в год без следа. То есть не тех, которые найдены, а которые не найдены. То есть я считаю, что часть этих людей может переноситься в другие миры и смотреть на нас из будущего или из прошлого. Многим все-таки удается возвращаться. Сицилийские хроники за 1753 год рассказывают о том, что в небольшом поселении Такона, во дворе заброшенного замка, буквально растворился в воздухе ремесленник по имени Альберто Гордони,
Причем случилось это на глазах изумленных свидетелей. Почти 3 десятилетия спустя Гордони появился на том же месте, на котором пропал. Он был крайне удивлен расспросами людей, где был. При этом признался, что попал в какой-то странный тоннель белого цвета, в конце которого был виден яркий свет. И мужчина отправился именно туда. И, как показалось самому ремесленнику, буквально через несколько минут ему удалось выбраться обратно в замковый двор. Незадачливый ремесленник был обследован врачами, и те пришли к выводу, что мужчина в здравом рассудке и не лжет. Есть случаи, когда люди стойко переносили подобные приключения, но и полностью снова возвращались в общество и в лучшем случае рассказывали о своих приключениях, иногда со смехом, иногда, как бы сказать, серьезно, но тем не менее понимали, что слишком много говорить, наверное, нельзя, поскольку во все времена за подобные рассказы вообще рассказчикам грозит, ну, как минимум, сумасшедший дом. Уже почти 100 лет исследователи пытаются разгадать загадку ловушек дьявола и перемещений в прошлое. Первым ученым, чей эксперимент в этой области был официально зафиксирован, оказался Альберт Эйнштейн. Правда, согласно летописям, изучить феномен ловушек дьявола люди пытались и в доисторическую эпоху. Так, к примеру, античные философы и древние египетские жрецы, алхимики и эскулапы Средневековья постоянно находились в поисках способов управления временем. И иногда это даже удавалось. К примеру, в небольшом старинном монастыре в городке Люньен сохранился документ, который датирован концом 17 столетия. В нем упоминается о некоем алхимике по имени Альбрехт, который при помощи философского камня сумел перенестись в эпоху Фридриха Барбароссы и позже составил подробный отчет о своем путешествии в прошлое. Кроме того, существуют некоторые косвенные доказательства того, что в нацистской Германии проводились эксперименты по созданию машины времени. По образу и подобию той, что стала героем пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич меняет профессию». Только в Третьем рейхе к производству такого устройства ученые подходили абсолютно серьезно. А контекст был такой, что, в общем-то, трезвые-то люди уже в Германии там, к 1942-1943 году уже понимали, куда идет, о чем идет речь. То есть было понятно, что, собственно, Рейх уже проиграет, и поэтому искались некие новые способы, включая даже самые экзотические, чтобы, собственно, как бы, так сказать, каким-то образом спасти положение или увести что-то, как бы, да, там, переместиться во времени, возможно. Что касается Эйнштейна, то он, пользуясь разработками другого легендарного физика Николы Теслы, сконструировал электромагнитный прибор, с помощью которого в 1943 году сумел удалить из современной пространственно-временной матрицы эсминец «Элдридж» ВМС США. На самом деле, эксперимент носил чисто утилитарный характер. Стояла задача разработать способ, при котором американские военные корабли были бы невидимыми для врага. Для этого на эсминце создали так называемый электромагнитный пузырь, то есть экран, отражающий сигналы радаров противника. Однако в ходе эксперимента выявился совершенно непредвиденный побочный эффект. Корабль стал невидим не только для радара, но и для невооруженного глаза. Более того, свидетели уверяют, что неожиданно увидели его в Норфолке, на удалении в сотни миль. Спустя некоторое время Элдридж вернулся на место. Пока корабль перемещался из филадельфийской базы ВМС в Норфолк и обратно, члены судовой команды полностью потеряли ориентацию во времени и пространстве. То есть человеческие тела вошли в соприкосновение с неживой материей, то есть с обшивкой корабля, с металлическими конструкциями, и оказались впаянными, вмороженными. Там, не хватает просто слов для описания вот этого кошмара, который там происходил. И все это было под наблюдением команды ученых. Последствия эксперимента оказались более чем драматичны.
Из всего экипажа, а это 180 моряков, обратно из путешествия во времени вернулись невредимыми только 20. Остальные погибли от ожогов, облучения, поражения электрическим током и разрыва сердца. Впоследствии ученому пришлось уничтожить свой прибор и все чертежи. Существует поверье, что врата времени открываются исключительно под воздействием природных стихий – гроз, землетрясений, штормов и цунами. Одним из первых письменных упоминаний о данной аномалии относится к 12 столетию от Рождества Христова. Хранится летопись в пантеоне капеллана и императорского нотариуса Готфрида Витербосского. В своей работе священник описал одну историю, которая произошла с монахами аббатства Сен-Матье. Они на корабле направлялись к Геркулесовым столбам, но попали в ужасную бурю. Когда шторм утих, путешественники увидели, что судно находится в родной гавани. Однако все вокруг сильно отличалось от того места, которое монахи покинули несколько месяцев назад. Люди на берегу были одеты очень странно, говорили непривычно. Когда пилигримы сошли с корабля и поднялись в родной монастырь, то не узнали своего настоятеля. Совершенно другой аббат выслушал историю путешественников, потом просмотрел архивы и обнаружил там имена всех путников. Но запись была сделана 300 лет назад. Неужели обычная буря смогла спровоцировать такое странное путешествие во времени? Исследователи не отрицают такой возможности. Более того, некоторые утверждают, порталы в другое измерение как раз и открываются в те моменты, когда Землю постигают стихийные бедствия и природные катаклизмы. Такое наблюдалось в Китае в 30-е и 40-е годы, когда там было крупнейшее землетрясение в Нанкине, которое 500 тысяч человек погребло под собой. И именно тогда вот к этим временам относятся случаи описания исчезновения людей на улицах. То есть там бежит там какой-то кули с косичкой, везет тележку там с пассажиром, и он растворяется в воздухе. Всем этим явлениям пока нет вразумительного объяснения, только различные предположения. Но кое-какие версии стоят внимания. Например, современные физики говорят, что перемещение во времени возможно благодаря магнитному излучению, которое еще до конца не изучено. Источниками этого излучения являются крупные космические объекты. А повышение солнечной активности, а также аномальные магнитные колебания нашей планеты могут стать причиной того, что врата судьбы будут открываться все чаще для человечества. Вот только стоит ли туда заглядывать? Последствия могут быть непредсказуемы. Поэтому лучше не рисковать и не торопиться пересекать границу параллельного мира, даже если врата времени открыты и манят в таинственное и загадочное пространство. В августе 1940 года подписчики американского научно-популярного журнала National Geographic получили свежий номер издания. Он начинался с леденящей кровь публикации. В небольшом городке Паола, который расположен на северо-востоке острова Мальта, несколько подростков наткнулись на вход в узкий тоннель. Любопытство перебороло здравый смысл и затянуло детей в таинственный подземный лабиринт. Обратно они не вернулись. Обеспокоенные родители сообщили властям о пропаже подростков. Искать детей в подземелье вызвались волонтеры, но они также бесследно исчезли, после чего лаз в тоннель замуровали. Спустя месяц еще 30 школьников, которые гуляли в районе замурованного тоннеля, также не вернулись домой. Как позже выяснилось, почти под всей центральной частью города находятся какие-то таинственные лазы и коридоры, уходящие в глубину. Все они скрыты под фундаментами домов, а тот, кто когда-то пытался туда проникнуть, бесследно исчезал.
Горожане серьезно забеспокоились, и властям пришлось признаться. Под землей находится какой-то многоуровневый древний сакральный объект. Но что это такое на самом деле, никто ответить не решался. Лишь один местный старик, ткнув пальцем в землю, заявил: «Там Гипогей, храм смерти». Трагедии с пропажей людей накануне Второй мировой войны. Драматические события, о которых рассказал журнал National Geographic, заставили археологов заняться изучением объекта, который получил условное название Гипогей, что означает «подземелье». Объект выглядел как своеобразное зеркальное отражение расположенных на поверхности древних мальтийских храмов. То есть такой же храм, только что этот храм, который по исследованиям, по представлениям оказывается достаточно большим, многоярусным, имел определенные залы, какие-то специальные такие комнаты, помещения, в которых в одних сидел оракул наподобие Дельфийского и вещал, и к нему приезжали паломники буквально со всего Средиземноморья. И то, что его еще называют иногда храмом смерти, это, в общем, не лишено оснований. Весной 1949 года археологам удалось проникнуть вглубь подземелья почти на 12 метров. Исследованное внутреннее пространство представляло из себя 3 уровня. Каждый шаг в лабиринтах давался с огромным трудом. В любой момент специалисты могли погибнуть в ловушках или навсегда сгинуть в каком-нибудь из тупиков запутанного лабиринта. И вдруг на 3-м уровне в последнем зале, невысоко над полом, археологи наткнулись на несколько камер. Когда они попытались проникнуть в них, то всех без исключения охватила дрожь страха. В камерах в разных позах сидели и лежали скелеты. Причем не только человеческие. Тысячи, десятки тысяч. Причем, судя по останкам, несчастные оказались здесь не одномоментно. Подземелье собирало их веками, постоянно обновляя таинственный пантеон новыми жертвами. Эти пещеры, они засасывали в себя людей и животных, часто пропадали очень животные. Козы заходили туда безвозвратно, и люди. Вот это вот одна из загадок, которая до сих пор как бы не может быть разрешима до сих пор. Люди входили туда, их тянуло какая-то неодолимая сила, как рассказывают некоторые свидетели, которым удалось оттуда выбраться. Те, кто пересекал какую-то черту, заходил за предел какой-то вот такой незримый, он уходил в другой мир. То есть было ли это подземелье? Не смогла преодолеть англичанка Луиза Джезап.
Она служила секретарем атташе по культуре в посольстве Великобритании на Мальте и занималась археологическими исследованиями. Луиза прошла через последнюю погребальную камеру и протиснулась через узкий лаз. В одной руке у нее была свеча, а в другой – длинный шарф. Его девушка использовала в качестве веревки, по которому она спускалась вниз в пустоту. Неожиданно Луиза очутилась в огромном зале. Подняв свечу, она обнаружила, что стоит на небольшом выступе. Вниз уходило узкое, но глубокое, казавшееся бездонным, подземное ущелье. Вдруг там же, внизу, Луиза увидела несколько покрытых волосами существ, похожих на людей, которые пытались задуть свечу незваной гости и, наконец, метнули в нее чем-то мягким и влажным. Девушка в панике бросилась искать дорогу обратно и каким-то чудом выбралась на поверхность. По случайности, а может и нет, туннель, через который пробиралась Луиза, почти сразу осыпался. Археологи попытались расчистить обвал, но ничего внутри не нашли. Шарф, который миссис Джезоп использовала в качестве страховочной веревки, оказался аккуратно отрезан чем-то острым. Все следы таинственных волосатых обитателей Гиппогея словно испарились. Кто это был? Какие-то реликтовые гоминоиды, прообразы снежного человека или прообразы, наоборот, там, циклопа, Полифема, как знаменитого греческого персонажа, никто не знает. Просто это были гиганты, которые там жили. Вопреки многим мнениям о том, что эти пещеры были созданы, наоборот, гномами, карликами. С момента того происшествия прошло более полувека, но о нем до сих пор с содроганием вспоминают старожилы городка Паола, а мальтийские исследователи продолжают спорить о том, что же такое на самом деле Гиппогей. Его внутреннее строение действительно очень напоминает культовое сооружение, перевернутое с ног на голову. Возраст предполагаемого храма ученые оценивают в 6000 лет. При этом непонятно, какие технологии могли использовать люди той эпохи, чтобы соорудить этот фантастический, по сути, подземный город в гранитной породе Мальты. Строители методично углубляли и расширяли трещину, пока не обрушивались целые секции скалы. Потом поверхность аккуратно выравнивалась. Этот храм представляет из себя лабиринт. Лабиринт у всех древних народов – это стремление, это жизнь, это рождение, это смерть. Поэтому правильнее этот храм можно назвать храм смерти, жизни и рождения. Лабиринт – это сущность человека. Каждый день человек сталкивается, ищет возможности преодолеть какой-то коридор, и каждый раз человек сталкивается с проблемой, большой или малой. Столкнулся, значит, он ищет путь дальше, как обойти. В облике мальтийских храмов нет ничего случайного. Они строились на протяжении нескольких тысяч лет, но всюду видны одни и те же архитектурные особенности и символы, повторяющиеся снова и снова, даже в подземных залах. И это говорит о том, что на протяжении всего времени существования этой загадочной цивилизации картина мира у древних обитателей Мальты оставалась неизменной. Этой цивилизации, скорее всего, которая имеет прямое отношение к мегалитическим культурам древнего Средиземноморья и Северной Европы, этой цивилизации от 5
как минимум, до 15 тысяч лет. Одни говорят, что это древние мальты, но все-таки сейчас ученые склоняются, что это все-таки иберийцы. Иберийцы – это был народ, который обитал на земле нынешней Испании, но они были прекрасными мореходами, поэтому множество было их колоний по Средиземному морю. Каждый из храмов четко делится на внешнюю и внутреннюю зоны. Первая предназначалась для обыкновенных прихожан, а вторая представляла собой святая святых, куда доступ посторонним был строго ограничен. Здесь, в святилище, жрецы в соответствии с только им известными ритуалами приносили жертвы богам и богиням, которым поклонялся народ Древней Мальты. Одной из таких богинь могла быть Венера эпохи Палеолита. Статуэток с ее обликом, причем беременной, что немало удивляет историков и археологов, на острове найдено немало. Кстати, именно такие статуэтки, точно такие, были найдены у нас в Костенках на территории европейской части. И это одно из звеньев связей, глубоких связей между нашими южными районами России, Украины, Крыма и северным, центральным и южным Средиземноморьем, которое еще предстоит открыть. Несколько лет назад эксперты одного из общественных фондов изучения архитектурного наследия Мальты обнаружили странный эффект в подземном храме. Выяснилось, что строители преднамеренно использовали акустические возможности стен, чтобы создать особую частоту резонанса, приводящую к изменению состояния сознания человека. Ученые измерили резонансную частоту в подземных помещениях гипогея. Оказалось, что она находится в пределах 110 Гц. Это диапазон низкого мужского голоса. Чуть позже специалисты фонда провели опыт. Они пригласили статистов и подвергли их колебаниям звука в этих же самых пределах. Потом сняли с них электроэнцефалограммы. Результаты эксперимента показали невероятный эффект. У добровольцев произошло изменение мозговой деятельности и сознания, случились серьезные расстройства речи. Кроме того, оказалось, что частота в 110 Гц способствует активации правой доли коры головного мозга, которая отвечает за раскрытие интуиции, образного мышления, проявления эмоций. В таком состоянии легко медитировать и быть загипнотизированным. Исследователей очень удивил тот факт, что наши древние предки владели широкими познаниями в области акустики и функционирования человеческого мозга. По одной из версий, создание такого резонанса нужно было жрецам для того, чтобы они могли повергать своих послушников в гипнотическое состояние и проводить ритуалы. В Мальтийском национальном музее археологии имеют свое мнение об этом необычном акустическом эффекте. Они утверждают, что на втором уровне гипогея есть палата оракула. Там находится маленькая овальная ниша, расположенная на уровне лица. Если в этой нише что-то произнести низким мужским голосом, то звуки резко отражаются от всех стен в подземном храме. Наличие помещений с хорошей акустикой, то есть это говорит о том, что в этих помещениях предполагалось проведение каких-то служб, каких-то мероприятий. И наличие статуи и других украшений, что опять же говорило о том, что здесь должны были находиться живые люди, которые должны были любоваться этой всей неземной красотой. То есть и наличие лестниц, переходов и других удобств для людей живых, а вовсе не мертвых, которым все вышеперечислено не нужно. Есть вполне резонное предположение, что гипогей стал храмом смерти гораздо позже. Именно тогда, когда Мальту навсегда оставили древние обитатели. И опустевшее таинственное подземное сооружение стало ловушкой для людей, появившихся на свет в более поздней эпохе. Многие годы спустя
люди, которые жили там на окрестных улицах этого городка Паола, где находится этот пещера Гипогей, вот они слышали, якобы слышали какие-то протяжные крики, стоны из глубины земли, подходили к этому храму подземному и не могли просто оторваться от услышанного, что называется. Исторические летописи повествуют о совершенно удивительных вещах. Конец эпохи храмовых строителей Мальты имеет довольно точно обозначенную дату – 2300 год до нашей эры. Цивилизация, создавшая блистательные памятники культуры, в том числе и таинственные подземные объекты, исчезает внезапно и необъяснимо. В наше время было выдвинуто множество теорий, объясняющих эту загадку, но ни одну из них нельзя считать вполне убедительной. Археологи не нашли никаких основательных свидетельств того, что цивилизация храмовых строителей погибла в результате природной катастрофы. Гипотеза о том, что мирные мальтийские земледельцы пали жертвой воинственных соседей, высадившихся на островах, также не нашла подтверждения. Новые переселенцы, появившиеся на Мальте в конце Бронзового века, застали здесь уже опустевшие, но никак не разрушенные постройки. При этом нигде на побережье нет явных следов бегства древних обитателей острова. Но они как-то же ушли. И главное, куда? И здесь с высокой долей вероятности можно предположить, что Гипогей не столько храм, сколько тайное подземное убежище, а может быть даже портал для срочной и тайной эвакуации с острова в случае смертельной опасности. И такой портал на Мальте, как оказалось, не единственный. Надо говорить о всех остальных подземных сооружениях на Мальте, а может быть даже правильно говорить о сооружениях того периода подземных в мире. Их насчитывается достаточно много. Но даже если мы будем рассматривать подземные коммуникации только на одном небольшом островке, затерянном посреди Средиземного моря на Мальте, даже в этом случае правильнее было бы говорить о разветвленной сети подземных дорог и подземных сооружений, между которыми, внимание, можно было путешествовать целый день. Действительно, что касается сети катакомб под Мальтой, то некоторые старинные источники указывают на то, что эта сеть разветвлялась не только под поверхностью острова. Ходы шли вглубь и в стороны, продолжались и под морем, и, по слухам, тянулись до самой Италии. По крайней мере, в древности, в античные времена, многие источники указывали на это. Можно сделать предположение. Древние обитатели Мальты оставили остров, перебравшись по тоннелям, проложенным под Средиземным морем, на материк. Но есть другая гипотеза. Никакие новые места на Земле древняя цивилизация не стала обживать. И никуда по тоннелям под морем не перебиралась. Жители Мальты, почувствовав смертельную опасность на поверхности, просто ушли вглубь острова. В те самые заранее подготовленные лабиринты, в точности повторяющие наземные храмы, но перевернутые зеркально. И в этих подземных лабиринтах они создали все условия для жизни, в том числе и энергетические установки для поддержания климата, фотосинтеза, производственной деятельности. Дело в том, что есть такое предположение, и в 80-х годах мне рассказывали знатоки, исследователи древности, что вероятно, в центре, на большой глубине этого лабиринта, а это прежде всего лабиринт, находится так называемая перевернутая пирамида. Только лабиринт берет эту энергию и преобразует ее как некий конденсатор. И, в общем-то, люди что-то могут уже там делать на этой территории. Значит, при наличии определенных условий существовать в подземелье возможно.
Это кажется фантастикой, но во многих легендах разных народов говорится о существовании разумной жизни в недрах нашей Земли. Как известно, легенды на пустом месте не рождаются. Причина исчезновения некогда цветущих цивилизаций – одна из самых сокровенных тайн. В мировой истории уже случались прецеденты, когда целые народы вдруг бросали жилища и уходили неизвестно куда. Так, в середине X века высокоразвитая цивилизация индейцев майя в спешном порядке покинула свои города, оставив в домах вещи, даже не забрав со стола еду. После 17 века безлюдным стал остров Пасхи. Пропали люди, установившие гигантских каменных истуканов ростом до 21 метра и весом до 90 тонн. В торопях оставили массу заготовок для этих фигур. Словно бы покидали родные места ненадолго. Однако катастрофы с индейцами и жителями острова Пасхи произошли относительно недавно, уже в нашей эре. На Мальте же что-то случилось в доисторические времена. Кстати, так называемый последний, он же третий уровень, в Гипогее был построен в том же промежутке времени, когда создавшая храм цивилизация таинственным образом исчезла с острова. Получается, что она ушла в подземелье? А те таинственные мохнатые существа, на которых более полувека назад наткнулась английская исследовательница Луиза Джезоп, и есть живущие поныне в подземном храме Гипогей потомки древних обитателей Мальты? Говорят, что ученым по этому поводу что-то известно, но делиться информацией они пока не хотят. На некоторых участках работы исследовательские приостановлены, ну, я бы сказал, да, может быть, даже засекречены, скажем, ученые знают, что вот там за этой стеной есть ходы, они уже простучали, допустим, знают, или что есть еще спуск, а там очень много тайников, лазов, какие-то камеры загадочные, таинственные, в том числе и погребальные камеры есть. Не так давно на Мальте археологи обнаружили еще один подземный храм. По предположениям ученых, он гораздо больше, чем Гипогей. Смогут ли исследователи разгадать новую загадку? Время покажет. Нам же остается терпеливо ждать и надеяться, что скоро мы станем свидетелями невероятных открытий.